Конец, расходимся. Инициатор войны намекнул, что планирует свернуть операцию. Неожиданный удар Ирана. Руки режима оказались гораздо длиннее, чем предполагалось. Ракеты летят дальше, врагов убивают уже на улицах Европы. Падение самолета под Москвой. Есть жертвы. Кто его сбил? Был ранен или перебежал к врагам. После нескольких недель пропавший генерал вышел на связь. Какой из Владимиров лучше? Накануне переговоров Трамп интригующе высказался о Путине и Зеленском. Воюем, но торгуем. США сделали неожиданное исключение для своего врага. Вертолетопад, что на этот раз прервало полет аллигатора. Вашингтон снова щелкнул по носу Путину. Кремлю пришлось сменить курс. Об этих и других событиях к вечеру субботы 21 марта. Все, что важно знать сегодня. Нехта. Оперативные новости дня. Трамп в очередной раз ошарашил. В своей соцсети True Social президент США сделал неожиданное заявление, мол, цели операции в отношении террористического режима Ирана почти выполнены, поэтому, дескать, он уже рассматривает, цитирую, возможность сворачивания масштабных военных усилий на Ближнем Востоке. Правда, в прессу просочились очередные сведения совсем иного рода. Пентагон ведет активную подготовку к развертыванию сухопутных войск в Иране. Как сообщает CBS, генералы уже обсудили даже такие подробные вопросы, как, например, где содержать будущих пленных иранских солдат и боевиков военизированных формирований. В планировании участвуют силы быстрого реагирования сухопутных войск и экспедиционное подразделение корпуса морской пехоты США. На днях стало известно, что к месту конфликта направлены дополнительно несколько кораблей и живая сила. Всего в зоне конфликта находится 50 тысяч американских военных. Получается, Трамп просто напускает тумана. Как думаете? Тем временем Иран сделал ход, которого от него не ждали. Его вооруженные силы запустили 2 баллистические ракеты по совместной военной базе США и Британии на далеком острове в Индийском океане. Режим с гордостью сообщил об этом через свои СМИ. Удар по военному острову Диего Гарсия, который находится более чем в 4000 километрах от Ирана, является значительным шагом со стороны Исламской Республики в направлении угрозы интересам США и их союзников за пределами Западной Азии. Показывает, что дальность ракет Ирана превышает то, что враг предполагал ранее. Западные источники утверждают, что ракеты не достигли целей. На перехват одной из них американские военные отправили дорогостоящую ракету СМ-3. Война войной, как говорится, а бензин дорожать не должен. США пошли на неожиданный шаг. Вашингтон временно разрешил продавать иранскую нефть, но только ту, что уже находится в море. Речь идет примерно о 140 миллионах баррелей, которые буквально застряли на танкерах. Лицензия жестко ограничена. Она действует только до 19 апреля и касается только нефти, загруженной до 20 марта. Никакой новой добычи и новых контрактов, просто попытка быстро залить рынок топливом и сбить цены. Российское ПВО сбило самолет, и это самолет российский. Инцидент произошел под Москвой. Борт упал в районе Коломны. Речь идет о легкомоторном гражданском воздушном судне. В результате погибли 2 человека. Официальных подтверждений причин катастрофы нет, но практически все источники выдвигают одну версию. Военные приняли самолет за украинский дрон и открыли огонь. После удара ПВО борт потерял управление и упал у реки Ака. Это уже не первый такой случай. Самый трагический произошел в декабре 2024-го, когда российское ПВО на территории Чечни обстреляло азербайджанский пассажирский самолет, в результате чего погибли и были ранены десятки людей.
Возвращаемся на Ближний Восток, а тут большой сюрприз. На связь вышел тот самый генерал Каани, который исчез с радаров после убийства Аятоллы Хаминеи. Версии разнились. Одни СМИ писали, что генерал тяжело ранен или даже убит. Другие, что он арестован. Третьи, что он удрал в Израиль. Столь разнообразные версии возникли не на пустом месте. Командующий силами Кудс Исмаил Каани обладает чудесным даром избегать смерти от ударов Цахал, что давно породило подозрения в сотрудничестве с Моссадом. Но вот генерал впервые за несколько недель конфликта сделал заявление. Фронт сопротивления вступил в войну против Америки и Израиля самостоятельно и по собственной инициативе в защиту Ирана и уже провел эффективные операции. Впереди еще больше сюрпризов. Но в этом заявлении есть странность. Ни видео, ни аудио с Каани нет, только текст. И это сразу вызвало вопросы, жив ли он вообще и кто сейчас говорит от его имени. Киев и Вашингтон вернулись к переговорам. Украинская делегация прибыла в Майами для двусторонних встреч с представителями США. С одной стороны, Рустам Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица и Давид Арахамия. С другой, Стив Уитков и Джаред Кушнер. Россия в этом раунде не участвует, но прессе стало известно, что Кремль накануне сделал Вашингтону щедрое предложение. По данным Политика, Россия пообещала прекратить передачу разведданных Ирану, если Вашингтон остановит аналогичную помощь Украине. Как пишет издание, такую сделку предложил представителям Трампа друг семьи Путина Кирилл Дмитриев. По данным Политика, Вашингтон отклонил это заманчивое предложение Кремля. Зато Дональд Трамп накануне переговоров решил шокировать всех очередным заявлением. Президент США заявил, что больше доверяет Путину, чем союзникам по НАТО. Слова хозяина Белого дома прозвучали не напрямую, а в изложении журналистки Стефани Рул в эфире канала MS Now. Отдельно Трамп прошелся по Зеленскому. По словам Рул, президент США заявил, что с Владимиром из Киева работать труднее, чем с Владимиром из Кремля. У меня только один вопрос. Если Путин в отношениях с Трампом более покладистый, чем Зеленский, но кто тогда марионетка Вашингтона? Утро для авиации российских агрессоров снова недоброе. Z-блогеры сообщают о потере еще одного боевого вертолета. И речь снова о самом современном из них – К-52. По данным российских каналов, один из членов экипажа погиб. Причину напрямую не называют, но российские авторы признают, есть проблема с собственной РЭП. Системы радиоэлектронной борьбы, которые устанавливают на авиатехнику РФ, часто мешают работе их основного оборудования. Накануне ВСУ также уничтожили К-52 на Донбассе. Вертушку сбили с помощью FPV-дрона. Экипаж сдаваться отказался и пытался скрыться, поэтому был добит на земле. Ночь в России снова прошла под гул дронов. Под удар попали сразу 3 города страны-агрессора – Саратов, Энгельс и Тольятти. Сообщается о попаданиях по нефтеперерабатывающему заводу и крупному химическому предприятию. Просто во всем доме выбило стекла. Это просто кошмар. По данным источников, дроны ударили по НПЗ в Саратове. В сети появились видео пожара. Губернатор атаку подтвердил, но про завод молчание. При этом признал, повреждены жилые дома, выбиты окна. В Энгельсе тоже разрушение, а часть города осталась без света. Параллельно удар пришелся по химическому гиганту Тольятти Азот. Это один из крупнейших производителей аммиака в России. Тем временем Владимир Путин делает подарки старшему брату. Россия продолжает продавать нефть Китаю с огромными скидками. Только за прошлый год эта щедрость обошлась стране более чем в $2 миллиарда, подсчитали эксперты Института Гайдара на основании таможенной статистики КНР. А за 4 года Пекин сэкономил на таком партнерстве почти $12 миллиардов.
А вот так называемого Вашингтонского обкома в Кремле побаиваются. И вот очередное свидетельство. Российский танкер Seahorse резко сменил курс. И еще вчера он гордо шел по направлению к Кубе с топливом для коммунистического режима. Но теперь вдруг передумал и повернул в сторону Тринидада и Тобаго. По данным Bloomberg, это произошло сразу после предупреждения со стороны США. На борту судна около 200 тысяч баррелей дизеля. Вашингтон дал понять, такие поставки под запретом. Кубу официально включили в список стран, которым нельзя принимать российскую нефть и нефтепродукты. Правда, другой танкер Анатолий Колодкин все еще идет по направлению к острову. Но может, у капитана просто связь не ловит? Или все-таки Путин решил поиграть на нервах у Трампа? Как думаете? Конфликт на Ближнем Востоке расширяет границы. В Европе после серии взрывов синагог начали стрелять по врагам режима Аятолл. В Нидерландах убит 36-летний иранский оппозиционный активист Махи Шафии. Его застрелил неизвестный. Обстоятельства нападения пока не раскрываются. Шафии был IT-инженером, но работал не в коммерческой компании, а в нидерландской полиции. Он активно критиковал власти Исламской Республики и регулярно получал угрозы. Тем временем над хозяином Кремля в волю поиздевался Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос издания «Гордон», президент Украины поставил диагноз действиям российского диктатора. Понимаем, что строит Путин в России или уже почти построил, но это шаг назад, причем шаг на 100 лет назад. Они, в принципе, могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф и на лошадей. Там вот такая цивилизация. Может, Путину это и нравится, может, так он ощущает себя снова молодым. Вместе с тем Зеленский отметил, что эти действия Путина не спасут его режим от украинской разведки. Что касается нас, скажу откровенно, мы тоже работаем через Telegram в России. Ну, сейчас с ограничением Telegram в России, безусловно, сигналы передавать их обществу будет сложнее. Но тем не менее, у меня был доклад об их новой сети Max. Ну, мы до Max тоже доберемся. Да, так над старым чекистом могут издеваться только в Украине. Скольких генералов режим потерял за одни сутки? Где высадила десант Франция? Кто намекнул на выход из НАТО? Какой ценнейший самолет потеряла Россия? Сколько украинцев помогают сбивать иранские ракеты и дроны на Ближнем Востоке? И кого из диктаторов Белый дом впервые предупредил за мухлёж? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.